Как вы знаете, Господь Баларама – это старший брат Господа Кришны. He, as it was predicted by the celestial voice from the sky at the time of the marriage of Devaki and Vasudeva, their eighth child would kill Kamsa. И как было предсказано божественным голосом с небес, во время церемонии свадьбы между Васудевой и Деваки, 8-й их сын должен был убить Камсу. And Kamsa was so afraid that first of all, he wanted to kill Devaki. И Камса был так напуган этим, что прежде всего он захотел убить Деваки. But Vasudeva convinced him, it's not proper to kill your cousin's sister on her marriage day. Но Васудева смог убедить его, что это уж совсем нехорошо убивать свою двоюродную сестру в день ее свадьбы. After all, she's not going to kill you. В конце концов, она ж тебя убивать не собирается. So I promise that as each child is born to us, I'll give the child to you. You can do whatever you want. Я обещаю тебе, что когда у нас будет рождаться любой ребенок, я буду отдавать его тебе, ты можешь делать с ним все, что захочешь. So in this way, Kamsa freed Devaki and Vasudeva. И тогда Камса освободил Деваки и Васудеву. And after some time, though, he again got worried. Но через какое-то время он снова начал беспокоиться and decided to put them in prison. И решил поместить их в тюрьму. And then in prison, they had many children. В тюрьме у них родилось много детей. One after another, Vasudeva gave them to Kamsa, and Kamsa killed them. Одного за другим Васудева отдавал их Камсе, и Камса их убивал. And when Devaki was pregnant for the 7th time, that was actually Lord Baladev. И когда Деваки забеременела в 7-й раз, на самом деле ее ребенком должен был быть Господь Баладева. So, in order to avoid Kamsa, by his mystic power, Baladev transferred himself from the womb of Devaki to the womb of Rohini, another wife of Vasudeva. И чтобы избежать встречи с Камсой, Баладева своей мистической силой перенес себя из чрева Деваки в чрево Рахини, другой жены Васудевы. So, Rohini was living under the care of Nanda Maharaj in Vrindavan while Vasudeva was in prison. Рахини жила под опекой Нанда Махараджа во Вриндаване в то время, пока Васудева был в тюрьме. So in this way, Balaram appeared in Sri Vrindavan Dham. И таким образом Баларама родился в Шри Вриндавана Дхаме. And then, when the 8th child was born, that was Krishna. И затем, когда родился 8-й ребенок, это и был Кришна. And by Krishna's mystic power, all the guards in the prison fell asleep, and the gates of the prison opened, and Vasudeva was able to take the child out across the Yamuna to Vrindavan. И когда Кришна явился, то благодаря влиянию его мистической силы все стражи в темницу заснули, двери сами собой распахнулись, и Васудева смог вынести новорожденного младенца из тюрьмы и переправиться с ним через Ямуну в Вриндаван. There, Yasoda, the wife of Nanda, had just given birth to a baby girl. А в это время там Ишода, жена Нанды, только что родила девочку. So Vasudeva exchanged the children, leaving Krishna in the bed of Yasoda, who was sleeping, and brought her daughter back into the prison. И Васудева подменил детей, пока Ишода спала, он оставил ей Кришну и забрал ее девочку и вернулся с ней обратно в тюрьму. And as we know, then when Kamsa heard of the birth of the 8th child, he immediately came to the prison. Как мы знаем, когда Камса услышал о рождении 8-го ребенка, он сразу же прибежал в темницу.
And Devaki, she pleaded, this child is a girl. The prediction said a boy will kill. This child is a girl. Leave her, please. И Деваки начала молить его, но это же ребенок девочка, а предсказание говорило о 8-м мальчике, пожалуйста, освободи ее. But Kamsa was very cruel. He took that girl and tried to kill her by smashing her on the floor. Но Камса был очень жесток. Он схватил эту девочку и постарался убить ее ударом об пол. But that child flew up in the air and assumed the 8-armed form. Но вдруг эта девочка вырвалась у него из рук, взлетела в воздух и приняла 8-рукую форму. And said, "You fool Kamsa, that child who will kill you is already born and is И somewhere else." сказала: ты глупец, Камса. Ребенок, который бьет тебя, уже родился в другом месте. So in this way, Kamsa was very frightened, and he left that girl alone. И Камса очень испугался и оставил эту девочку в покое. That is Subhadra. И это и есть Субхадра, The sister, considered as sister of Krishna которая and Balaram. считается сестрой Кришны и Баларамы. So anyway, in this way, Krishna and Balaram, they appeared to be the children of Nanda Maharaj. И таким образом Кришна и Баларама, по видимости, были детьми Нанда Махараджа. Although they were actually the children of Vasudeva. Хотя на самом деле были детьми Васудевы. But Nanda Maharaj, he kept it very secret. He didn't broadcast that these children were in his home. Но Нанда Махарадж держал это в секрете и никому не сообщал, что эти дети Васудевы жили в его доме. Because Kamsa tried, he gave an order to kill all the newborn children in the whole area of Mathura. Потому что Камса отдал приказ убивать всех новорожденных детей в области Мадхуры. But by their mystic power and by Nanda Maharaj's care, they avoided this horrible act of Kamsa. Но благодаря своей мистической силе и защите Нанда Махараджа они смогли избежать этого насилия со стороны Камсы. And so the name-giving ceremony was also given in a secret. И церемония наречения именем тоже происходила в тайне. So the priest Garga Muni performed the name-giving ceremony. И жрец Гарга Муни провел эту церемонию наречения именем. And the elder child, who was very white color, he called him Balaram. Bala means one who possesses great strength, physical and spiritual strength. И старшего ребенка, который был белого цвета, он назвал Баларама. Бала означает тот, кто обладает огромной силой. And Rama, he is the reservoir of all pleasure. А Рама означает резервуар всего наслаждения. Обитель наслаждения. Of course, he's also called Rohini Nandan. He's the son of Rohini. Но его также называют Рахини Нандана, сын Рахини. And the younger child, who was blackish in color, he called Krishna. А младшего сына, который был темного цвета, он назвал Кришна. And Krishna means blackish, and it also means the all-attractive one. Имя Кришна означает темный, но также означает и всепривлекающий. So although they were sons of a Kshatriya king, nevertheless they were brought up as cowherd boys in the very simple village life of Sri Vrindavan Dham. И хотя, по сути, они были сыновьями царя Кшатрия, но они выросли как мальчики, пастушки в этой сельской атмосфере Шри Вриндавана Дхамы. And they would play together and with the other young boys in the village. И они играли вместе с другими маленькими мальчиками в деревне. They were very naughty, like young boys tend Они to были be. очень шаловливыми, как все маленькие мальчики. And especially they would like to steal butter and yogurt from the neighboring gopis' houses and feed it to the monkeys. И особенно они любили воровать масло в домах соседских пастушек гопи и кормить этим маслом обезьян. And the ladies would try to hide the butter and yogurt pots in a dark room and by hanging them from the ceiling. И эти женщины пытались как-то спрятать свои масла и йогурт, пряча их в темной комнате и подвешивая к потолку.
But the boys would climb on each other's shoulders, and somehow they would pull the pots and spill the yogurt on the floor, or somehow they would steal it. Но мальчики забирались друг другу на плечи и доставали до этих горшков с маслом и йогуртом, сбрасывали его на пол, ну и так или иначе могли его украсть. By the light effulgence of their jewels, they could see in the dark room. Благодаря сиянию своих драгоценностей они могли видеть даже в темной комнате. And if they couldn't reach, then they would just urinate on the floor. А если уж совсем никак не могли достать, то просто мочились на пол. And the gopis would complain to Mother Yasoda, Mother Rohini, these boys are very badly behaved, you must punish them. И эти гопи жаловались матери Шоде. Эти мальчишки так плохо себя ведут, ты должна их наказать. But when the mothers would try to punish them and chastise the other gopis, they said, no, leave them alone, they're very nice boys. They had great affection for them. Но когда Ишод на самом деле пытался их наказать, то тут же гопи начали говорить, нет, они хорошие мальчики, пожалуйста, не трогай их. На самом деле они их очень сильно любили. Anyway, somehow the word came to Kamsa that, there were two extraordinary boys there living in the home of Nanda Maharaj. Так или иначе, эта новость достигла Камсы о том, что два необычайных мальчика живут в доме Нанда Махараджа. So he thought maybe one of these is the eighth child. Он подумал, возможно, один из них и есть тот самый восьмой ребенок. So he sent first one demon called Putana. И вначале он послал к ним одну демоницу по имени Путана, to kill them. чтобы она их убила. As we know, she posed as a nurse and she looked very beautiful, so all the ladies allowed her to come into the home, Nanda Maharaj's home. Как мы знаем, она приняла облик кормилицы и очень красивой женщины, поэтому все пастушки свободно пропустили ее в дому Нанда Махараджа. And then, she offered her breast milk to Krishna, and as we know, Krishna sucked out her life air, and she then assumed a horrible, gigantic form, demonic form. И она предложила свое грудное молоко Кришне, и он высосал из нее всю ее жизненную силу. И после этого она вновь приняла свою ужасную, огромную форму демоницы. And when Kamsa heard of the death of this demon, he was very worried, and he began to send more demons. И когда Камса услышал о гибели этой демоницы, он начал беспокоиться еще больше и начал засылать во Вриндаван все больше и больше демонов. So one of those demons was called Pralamba. Одного из этих демонов звали Праламба. And the Krishna and Balaram, they were playing with their friends. They had two teams. Кришна и Баларама играли с своими друзьями, у них было две команды. And there was some game, hide and seek type of game or tag game. И они играли что-то вроде игры в прятки. And it was, the losing team would have to take the winning team on their shoulders. И проигравшая команда должна была носить победителей на своих плечах. So this Pralamba, he took the form of a cowherd boy and joined Krishna's team. И Праламба, он принял форму мальчика-пастушка и присоединился к команде Кришны. So Balaram's team was victorious. В тот раз команда Баларамы победила. So then Krishna's team was going to carry them, and Pralamba, he said, I will carry you, Balaram. И команде Кришны пришлось носить их на плечах. И Праламба сказал, я понесу тебя, Баларама. So Balaram got on his shoulders, and then Pralamba went far away from the other boys and assumed a huge form. Баларама забрался ему на плечи, и Праламба унес его очень далеко и принял свою огромную форму. Then Lord Balaram, simply smashed him on the head. Тогда Господь Баларама просто ударил его по голове. And he began to vomit blood and pass urine. И демон начал харкать кровью и упал на землю. And gave up his life like that. И оставил свою жизнь. So in this way, Balaram killed this demon. Then there was another demon called Dhenukasura. Вот так этого демона убил Баларама. Был еще один демон по имени Дhenukasura. So he had the form of an ass. У него был облик осла. And he and his friends, they
stayed in a forest called Talvan. И он с своими друзьями жил в лесу, который назывался Талаван. So tal is a fruit, a very nice fruit. Тал — это вид фрукта, очень хороший фрукт. And the boys, they wanted to taste the fruits. И мальчики-пустячки хотели попробовать этих фруктов. But they couldn't because of the presence of these demons. Но не могли зайти в этот лес из-за присутствия там этих демонов. So they requested Krishna and Balaram kindly get rid of these demons. И они запросили Кришну Балараму: пожалуйста, избавьте нас от этих демонов. So they went there and they caught these demons by the hind legs and they were swinging them, Denakasura and his friends, and throwing them into the trees and killed them all like that. И Кришна и Баларама зашли в этот лес, схватили Денакасуру за задние ноги, раскрутили его и забросили на дерево. И таким образом они убили его и всех его друзей. And in this way, the boys were able to enjoy the tal fruits. И так мальчики получили возможность наслаждаться фруктами тала. Another time, the boys were hungry, and Другой раз мальчики были голодны. they asked Krishna and Balaram, please bring some food for us. И просили Кришну и Балараму: пожалуйста, принесите нам какой-нибудь пищи. So there was a Brahmin village nearby. Там неподалеку была деревня браманов. And the Brahmins were engaged in performing, various sacrifices. И браманы были заняты совершением различных жертвоприношений, Chanting mantras, pouring ghee into the fire. повторяя мантры и возливая ги в огонь. And Krishna Balaram approached, please, our friends are hungry, give some food. И Кришна и Баларама обратились к ним: наши друзья голодны, пожалуйста, дайте какой-нибудь пищи. But the Brahmin said, we are very busy, don't bother us. Но браманы сказали: мы очень заняты, мальчишки, пожалуйста, не беспокойте нас. So then Krishna Balaram went to the wives of the Brahmanas. Тогда Кришна и Баларама пришли к женам этих браманов. And they were very happy. They gave so many nice foodstuffs for Жены all the очень boys. обрадовались и дали им всевозможные виды пищи. In this way they got very special blessing of Krishna and Balaram. И так эти жены получили особое благословение Кришны и And Баларамы. when the Brahmanas realized their mistake, Когда they браманы were very поняли sorry. свою ошибку, они так расстроились. We were very proud that we are great Brahmanas. Our wives are simple village ladies, but they were able to get the real mercy of Krishna. Они стали говорить: мы возгордились, думая, что мы великие браманы, а наши жены простые деревенские женщины, но они получили всю милость Кришны и Баларамы. So, after some time, Kamsa, after they had killed Krishna and Balaram, had killed so many demons, Kamsa, he thought of another trick. He decided to arrange a wrestling match in Mathura and invite Krishna and Balaram to come. И так они убили множество демонов. И тогда Камса задумал еще один трюк. Он решил устроить борцовский поединок в Мадхуре и пригласить Кришну и Балараму туда. So he sent Akrura to Vrindavan. Он послал Акруру в Вриндаван, to bring them on a chariot. чтобы он привез их на колеснице. Of course, as we know, the inhabitants of Vrindavan, they were, very, very disturbed. Как мы знаем, обитатели Вриндавана были очень расстроены этим. Very dangerous for these young boys to go to Mathura. Это ж так опасно для маленьких мальчиков ехать в Мадхуру. And, how can Krishna and Balaram leave Vrindavan? Как Кришна и Баларама могут покинуть Вриндаван? But anyway, Krishna and Balaram, they somehow or other pacified them. Even the gopis were falling in front of the chariot trying to stop. They were cursing Akrura. But somehow or other, Krishna and Balaram convinced them and promised they would come back to Vrindavan. Но Кришна и Баларама постарались успокоить всех. И хотя гопи бросались перед колесницей, пытались проклинать Акруру, но Кришна и Баларама пообещали им, что они скоро вернутся во Вриндаван. But as we know, they didn't come back. Но, как мы знаем, они не вернулись. Although it said they never left Vrindavan, it's also said like that. Хотя также говорится, что на самом деле они никогда и не покидали Because Вриндаван. they're always present in the hearts of their devotees, and when the devotees are remembering their pastimes. Потому что они всегда присутствуют в сердцах своих преданных, когда преданные вспоминают об их играх. But anyway, they did leave, although that the forms are considered to be called Vasudeva and Sankarshan, the forms that actually left.
Так или иначе, они покинули Вриндаван, хотя те формы, в которых они покинули Вриндаван, считаются формами Васудевы и Санкаршны. Vasudeva, son of Vasudeva is Vasudeva. Васудева, то есть сын Васудевы. So anyway, on the way, they wanted to take a bath in the river Yamuna. По пути они захотели принять омовение в Ямуне. So Akrura, he stopped the chariot and the boys went down to the Yamuna. Акрура остановил колесницу, и мальчики спустились к Ямуне. And then he was thinking, also he would go down to the Yamuna. But when he saw that actually Lord Vishnu was lying on the Seshanaga bed on the Yamuna water. И Акрура тоже захотел спуститься к Ямуне, но когда он подошел туда, он увидел, что в водах ее лежит Господь Вишну на Шешанаге. Balaram is non-different from Seshanaga. Потому что Баларама не отличен от Шешанаги. And Krishna from Lord Vishnu. А Кришна не отличен от Господа Вишну. So Akrura was very astonished and he thought, where are Krishna and Balaram? He went back to look at the chariot. He saw they were sitting on a chariot. И Акрура был очень поражен. Он подумал, а где же Кришна и Баларама? Вернулся к колеснице и увидел, что Кришна и Баларама сидят в колеснице. Then again he looked in the Yamuna. Again he saw in the form of Vishnu and Seshanaga. Затем он обратно вернулся к Ямуне и опять увидел их там в форме Вишну и Шешанаги. Then he realized that, this is the supreme personalities of Godhead, and he began to offer beautiful prayers. Что это верховная личность Бога, и начал возносить прекрасные молитвы. So then they came back and got on the chariot and went to Mathura. И тогда он вернулся обратно, сел на колесницу и поехал в Мадхуру. And when they got, down from the chariot, they were just walking through Mathura, doing whatever they liked. И затем они зашли в Мадхуру и начали ходить по ней, делая все, что пожелают. They saw the washerman of Kamsa. В какой-то момент они увидели стиральщика Камсы, with the king's clothes. Который нес царскую одежду. They said, give us some clothes so we can dress И nicely. они сказали ему, дай-ка нам красивую одежду, чтобы мы могли хорошо одеться. No way, these are the king's clothes. Это невозможно, сказал прачка, это царские одежды. They cut off his head and took as many clothes as they went and dressed up very nicely. Ну, они отсекли ему голову, взяли столько одежды, сколько хотели, и очень хорошо принарядились. At the entrance of the wrestling arena there was a huge elephant, mad elephant called Kuvalyapida. У входа на борцовскую арену стоял огромный бешеный слон по имени Кувалаяпида. Then they entered, they killed that elephant. That elephant was trying to kill them. They killed that elephant and entered the arena. Этот слон пытался убить их, но они убили слона и зашли на арену. Then the strongest wrestlers of Mathura were there. И самые сильные борцы Мадхуры были там. And so many people were gathered to watch the fight. И столько людей собралось, чтобы понаблюдать за этой битвой. Different people saw in different ways. Разные люди видели их по-разному. Many people thought they're just small boys. This is really unfair to have such a wrestling match. Думали, что это просто маленькие мальчики, и это очень нехорошо устраивать с ними такое борцовское состязание. But others realized these boys are extraordinary boys. No problem for them. Но другие понимали, что это мальчики очень необычные, и для них не будет никакой проблемы. Anyway, the wrestling began. There was Chanura, Mustika, the big powerful wrestler. But Krishna and Balaram easily defeated and killed them, and all the other wrestlers that Kamsa sent to fight. Так или иначе, состязания начались, и там были могучие борцы Чанура и Муштика, но Кришна и Баларама легко убили их, и также всех остальных борцов, которых выставил Камса. Then Krishna jumped over the fence around the arena and grabbed Kamsa by the throat and killed him. In this way, the eighth child of Devaki, the prophecy was fulfilled. The eighth child killed Kamsa. А затем Кришна перескочил за заграждение, отделяющее арену от зрителей, схватил Камсу за волосы, вытащил его и убил. И так было исполнено пророчество о том, что восьмой сын Деваки убьет Камсу. So Kamsa was Krishna's maternal uncle. Normally one should not kill his maternal uncle. Камса был дядюшкой по матери Кришны. Обычно не полагается убивать своих дядюшек. But still, that was the prophecy, so he did it.
Но так или иначе пророчество было, поэтому он это сделал. But then there were also many brothers of Kamsa. Но там также было и много братьев Камсы. So, no, Krishna didn't want to kill any more maternal uncles. So, Но Кришна не хотел убивать больше своих дядюшек по матери. so therefore Balaram killed all Kamsa's brothers. Поэтому им занялся Баларама и убил всех братьев I don't know, Камсы. six more or something like that. Что-то там их порядка 6 еще было. So in this way they, I think Ugrasena was the father of Vasudeva. He again became the king in Mathura. И тогда Уграсена, который был отцом Васудева, He became the king. он снова стал царем Мадхуры. And Vasudeva, of course, he was back in the palace, Vasudeva and Devaki. Васудева и Деваки обратно вернулись во дворец. And they were released from prison. И, то есть они освободились из тюрьмы. And Krishna and Balaram, therefore, they began to stay with with their original. I guess Rohini may have come back as well. They stayed with Vasudeva. Рахини также вернулась, и Кришна и Баларама начали жить с Васудевой. And then Vasudeva decided he had to send them for education. И затем Васудева решил, надо послать их учиться. So he sent them to the ashram of Sandipani Muni in Ujjain. И он послал их в ашрам Сандипани Муни в Уджейне. And there they were trained in all kinds of arts and sciences in the Gurukula Sandipani Muni. И там, в Гурукуле Сандипани Муни, их обучали всем видам наук и искусств. You can still visit this ashram. Вы даже сейчас можете посетить этот ашрам. There are deities there of Krishna, Balaram and Sandipani Muni. Там Krishna, Balaram and Sudama. Там есть божества Кришна, Баларама и Судамы. And there's also a deity of Sandipani Muni. И также есть божество Сандипани Муни. So in this way they completed their education, and the tradition is that students have to give some dakshin to the guru when at time they're going home again. И так они закончили свое обучение, и традиция такова, что ученики должны предложить дакшину своему гуру, прежде чем вернуться обратно домой. So they asked him, what would you like? И они спросили у своего гуру, что бы он от них хотел. And he said, my son went to the shore of the ocean and disappeared. Please bring him back. И Сандипани Муни сказал, мой сын отправился на берег океана и исчез, пожалуйста, верните его обратно. So they went there and they called the god of the ocean. Они пришли на берег и вызвали бога океана. He said, I didn't take these boys, but there's one demon in the form of a conch shell in the ocean. He took the boys. И бог океана сказал, я не забирал этого мальчика, но там есть один демон, живущий в океане в форме раковины, он его захватил. So they dived down into the ocean, found that conch shell, but the boys were not there. Они нырнули в глубины океана, нашли этого демона раковину, но мальчика там уже не было. Then they summoned Yamaraj, the god of death. Where is the boy? Тогда они вызвали Ямараджа и спросили, где же мальчик? And Yamaraj said, I have, and he returned the boy, and they brought him to Sandipani Muni. Ямарадж сказал, у меня. И он вернул им мальчика, и они вернули его Сандипани Муни. And of course Sandipani Muni was overjoyed and gave him blessings. Сандипани Муни был очень счастлив и дал им свои благословения. So then they returned again to Vasudeva. И тогда они вернулись снова к Васудеве. Then they were living in Mathura, И затем они жили в Мадхуре, как принцы. And during that time, I'm not sure if during that time or not. Wait a minute. There were Jarasandha attacked Mathura many times. И Джарасандха начал нападать на Мадхуру, он делал это множество раз. He was the king of Magad, but he was a demon. Он был царем Магадхи, но был демон. He was a friend of Kamsa, and he was very upset they killed Он был Kamsa. другом Камсы и был очень недоволен, что Камса был убит. 18 times he tried to conquer Mathura, but failed every time. 18 раз он пытался завоевать Мадхуру, но каждый раз терпел поражение. And on the 19th time, then Krishna and Balaram decided that's enough. We are going to leave Mathura. We're going to move all our family members to a new city on the shore of the ocean at Dwarka. На 19 раз Кришна и Баларама решили, что этого достаточно.
и что они перенесут всех жителей Мадхуры в новый город на берегу океана. Это была Дварака. It seemed that they had fled away from Mathura, so Jarasandha was pursuing them and he called them cowards. И они как будто бы бежали из Мадхуры, и Джарасандха преследовал их и называл их трусами. So they climbed a high mountain called Raivata mountain, I believe. И они забрались на высокую гору, которая называлась гора Райвата. And he set a fire all around the mountain. И тогда Джарасандха разложил огонь вокруг этой горы. The whole mountain went on fire. Вся гора загорелась. So he thought they are dead and he went back. Он подумал, все, они погибли, и вернулся обратно. But Krishna and Balaram jumped very long distance from the top of the mountain and were unharmed. Но Кришна и Баларама просто спрыгнули с вершины горы, пролетев большое расстояние, и остались невредимыми. So then they began to live in Dwarka. И затем они начали жить в Двараке. And they were married, and as we know, Krishna had so many wives, 16,108 Они wives. женились, как мы знаем, у Кришны было 16 108 жен. Balaram, I believe, had 2 wives. Баларама, по-моему, было 2 жены. Huh? Was it? Raivati was one. Revati. Варуни? Revati was the name of one wife. Ревати было имя одной. Another wife, I can't remember. I can't remember her name. Anyway, at least he had 2 wives. Ревати Варуни? What's her name? По-моему, Варуни. Varuni, yeah, I think so, yeah. So anyhow, during this time, Balaram did return to Vrindavan to console the inhabitants of Vrindavan. Через какое-то время Баларама вернулся в Вриндаван, чтобы утешить его обитателей. And he stayed about 2 months. И он провел там 2 месяца. During that time, he performed Rasa Lila with the gopis of Vrindavan. В течение этих дней он проводил Раса-лилу с гопи Вриндавана. And Balaram, he liked to drink the Varuni beverage, which is a kind of intoxicating honey beverage. И Баларама любил пить напиток Варуни, такой опьяняющий напиток из меда. And so one night of the full moon, he was performing Rasalila, and he was intoxicated. И вот одной ночью полной луны он проводил танец Раса-лила, будучи опьянен таким напитком. And he ordered the river Yamuna, you come closer so I can bathe in your water with my gopi girlfriends. И он в таком состоянии приказал реке Ямуне: а ну-ка подойди сюда поближе, чтобы я мог совершить омовение своими подружками гопи. But the Yamuna Devi, the personality Yamuna Devi, she thought he's intoxicated, you know, I don't have to listen to him. Да, олицетворенная Ямуна Деви подумала: он пьян, и я не обязан его слушаться. So when she behaved like that, Balaram became upset. He said, I'm going to punish you. I'll drag you with my plow closer if you don't come yourself. Но когда она повела себя так, Баларам решил ее наказать. Сказал: я тебя притащу своим плугом, если ты не послушаешься. Began to pull, and Yamuna began to divide into small streams. So she surrendered and came before Balaram. И начал тянуть ее своим плугом, разделив ее таким образом на множество ручьев. Ямуна испугалась и предстала перед Баларамой. And in this way, the gopis and Balaram were able to take bath. Таким образом, гопи и Баларама смогли прямо в Ямуне принять омовение. So then another time, Balaram, he returned to Dwarka, but this, he also had the habit of drinking Varuni beverage and enjoying with young ladies. So he was doing that there also, near to Dwarka, maybe also near Raivata mountain. After he returned to Dwarka, he was enjoying some Rasa Lila with some ladies near to Dwarka.
И затем, когда Баларама вернулся в Двараку, то он наслаждался расалилой. Not exactly Rasalila, but enjoying with the young ladies, drinking Varuni beverage. Так или иначе наслаждался какими-то молодыми женщинами в районе Двараки, также опьяненный этим напитком в Варуне. So there was one gorilla living there called Dvivida. И там жила одна горилла по имени Двивида. And he is very attracted by these young ladies. Этот мужчина-горилла был очень привлечен этими юными женщинами. And he came close, and he began to show his teeth to the young girls and expose his body, and they were laughing. И он подошел, приблизился к этому месту и начал показывать свои зубы этим девушкам и показывать им свое тело. Они начали смеяться. And when Balaram saw this, he was very angry. Когда Баларам увидел это, он сильно разгневался. Wanted to chase Dvivida away. И начал прогонять туда Двивиду. So then Dvivida began to pick up, rocks and trees and throw them at Balaram. Тогда Двивида начал выламывать деревья и скалы и бросать их в Балараму. And Balaram also then began fighting, throwing rocks and trees at Dvivida. И Баларама также начал бросать в него деревья и огромные камни. But there's a great battle, but finally Balaram killed him by smashing him with his fist. Это была великая битва, но в конце концов Баларам убил его своим кулаком. Again he vomited blood and urine and left his body. И этот самец горилла начал испускать кровь и мочу, и в конце концов оставил свое тело. Another thing occurred was one of the sons of Krishna, Shamba, went to Hastinapur and he stole away the daughter of Duryodhana. И еще одна была история, когда один из сыновей Кришны, Самба, он отправился в Хастинапур и похитил одного из сыновей. Похитил одну из дочерей. Lakshmana was her name, Lakshmana. Ее имя было Лакшмана. And the elderly people of Hastinapur, they were very upset. И старшие жители Хастинапура были очень расстроены этим. So they wanted to kill Shamba. Они захотели убить Самбу. They captured him. Они захватили его. So Balaram went there with an army, large army. Баларам отправился с большой армией. And he sent his messenger into the city to call them, come to speak to me. Он послал своего посланца в город, прося выйти и поговорить с ним. But they said, what is this? Why we should go to speak to him? He has to come and speak to us. Но они ответили, чего это ради, мы должны выходить и говорить с ним. Это он должен прийти и говорить с нами. But Balaram, he didn't like that, so he took his plow and he began to pull the whole city of Hastinapura towards himself. Но Балараме это не понравилось. Он взял свой плуг и начал тащить весь город Хастинапур по направлению к себе. So that all the buildings were shaking like an earthquake. И все здания задрожали, как будто началось землетрясение. So then they all came out. They were very humble. И тогда все они вышли такие очень смиренные. The Kauravas. Куравы. And they gave back the boy and the girl, and Balaram took them back to Dwarka. Юношу и девушку, и Баларама забрал их с собой в Двараку. Another time there was a chess game between Balaram and Rukmi, the brother of Rukmini. Происходил шахматный поединок между Баларамой и Рукми, братом Рукмини. Rukmini, as you know, was captured by Krishna. Как вы знаете, Рукмини была похищена Кришной. During her Swayambara ceremony. Прямо во время своей церемонии Сваямвары. And Rukmini had chased after he wanted to fight with Krishna. Рукми погнался за ними и хотел сражаться с Кришной. But Krishna defeated him, and he cut off pieces of his hair, and this is very, dishonorable for a Kshatriya. Но Кришна победил его и затем вырезал ему куски волос. И это такая форма бесчестия для кшатрия. So Balaram actually told Krishna, not good what you did. И Баларам сказал Кришне, нехорошо так поступать. But later on, there was a chess game between Rukmi and
Balaram. Позднее происходил шахматный поединок между Рукми и Баларамой. And Rukmi accused Balaram of cheating many times. И Рукми обвинил Балараму в нечестной игре, в обмане множество раз. And Balaram became very angry. Finally, he just killed him with his club. Баларама пришел в гнев и просто убил его своей And there was палицей. also one king of Kalinga who was, showing his teeth at Balaram. Balaram smashed his teeth out. Был еще один царь Калинги, который показал свои зубы Балараме. Баларама просто вышиб ему зубы. So then, another time, Balaram, he wanted to arrange for the marriage of Subhadra to Duryodhana. Другой раз еще Баларама хотел выдать Субхадру за Дурьодхану. But Arjuna was very attracted by Subhadra. Но Арджуна был очень привлечен Субхадрой. And he came to Dwarka and he disguised himself as a sannyasi. И он приехал в Дваргу, переодевшись в саньяси. So Krishna and Balaram invited this sannyasi for lunch. Кришна и Балараму пригласили этого саньяси к себе на обед. And Subhadra was helping to serve. Субхадра помогала служить ему. So this sannyasi was looking at that Subhadra all the time. И саньяси все время смотрел на Субхадру. And Balaram didn't think this is too good. Баларам подумал, это не очень хорошо. But then that sannyasi captured Subhadra, Arjuna. He took Subhadra away. Затем этот саньяси Арджуна схватил Субхадру и повез ее с собой. And Balaram wanted to pursue him and kill him. Баларама бросился вдогонку, чтобы его убить. But Krishna pacified him. Но Кришна успокоил его. And this way Subhadra became one of the wives Таким of образом, Arjuna. Субхадра стала одной из жен Арджуны. And they had a son Abhimanyu. Их сыном был Абхиманью. So then time came for the battle of Kurukshetra. И вот настало время битвы на Курукшетре. But Balaram did not want to get involved. He had some affection for Duryodhana because Duryodhana was his student. He taught him how to fight with club. Но Баларама не хотел в ней участвовать, потому что чувствовал некоторую привязанность к Дурьодхане. Дурьодхана был его учеником в битве на палицах. He went on a tour of all the holy places. И поэтому Баларама отправился в путешествие по святым местам. One of the places he visited was Naimisharanya. Одно из мест, которое он посетил, была Наймишарания. So there the great sage Ramaharshan was speaking on the Puranas. Там великий мудрец Рамахаршана рассказывал Пураны. Vyasadeva had given him that responsibility to speak on the Puranas. Это Вьясадева поручил ему эту ответственность рассказывать Пураны. So all the sages were sitting around. They had given him a blessing that he would have undisturbed duration of life. И все мудрецы, сидевшие вокруг, дали ему благословение, что он будет иметь очень большую продолжительность жизни. When Balaram came in the assembly, all the sages stood up to greet И him. когда Баларам пришел в это собрание, то все мудрецы поднялись, приветствуя его. But Ramaharshan was sitting on Vyasasan. He didn't stand up. Usually the speaker doesn't stand up. Но Рамахаршана сидела на Вьясасане и не поднялся. Но обычно рассказчики на Вьясасане и не встают. But he should, because this was Lord Balaram. Но в той ситуации он должен был это сделать, потому что это был сам Господь Баларама. So Balaram wasn't very happy. Балараме это не понравилось. He took a blade of grass Он and взял травинку, tapped Ramaharshan on the forehead, and he left his body. ударил этой травинкой Рамахаршану по лбу, и тот оставил свое тело. And the sages were very shocked. Мудрецы были в шоке. Oh, we had, given him blessing that he would live long to speak on the Puranas. Мы дали ему благословение, что он будет жить очень долго, рассказывая Пураны. Balaram said, I can bring him back to life, no problem. Баларам сказал, нет проблем, могу вернуть его к жизни. But they said, no, he did commit some offense, but please do something else to atone for this. Мудрецы сказали, нет, наверное, не нужно, потому что он так иначе совершил серьезное оскорбление. Но как-то, пожалуйста, искупи это. So he said, I'll install his son on the Vyasasan, Sutta Goswami. The son is the representative of the father. Баларам сказал, хорошо, тогда я возведу на Вьясасану его сына. Сын является полным представителем своего отца. This way, Sutta Goswami, he became the speaker of the Purana. He's the speaker of the Srimad Bhagavatam or Bhagavad Purana. Так Сутта Госвами стал рассказчиком Пуран. Собственно, он является рассказчиком Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пураны. And the sages also said there is one demon disturbing us, Balvala. He flies in the air
he passes urine and stool on top of us. И мудрецы сказали, что у них есть еще одна просьба. Есть один демон по имени Балу, который постоянно беспокоит их. Он летает по небу и мочится и испражняется на них, причиняя им беспокойство. So this Balvala, he had red hair, he had a red beard. У этого Балвала были красные волосы, красная борода. He was flying in the sky. И он летал по небу. And Balaram pulled him down with his plow И and Баларам smashed him with his club and killed him. тащил его с небес своим плугом, затем ударил своей палицей и убил. Then he continued on his parikrama, his tour of holy places. И затем он продолжил свое путешествие по святым местам. And he came to the Kurukshetra just near to the end of the battle. И пришел на Курукшетру как раз перед концом битвы. Just at the time when Bhima and Duryodhan were having fight with clubs. А в тот момент, когда Бима и Дурьодхана сражались на палицах. So Balaram, he said, neither of them will win. Bhima is stronger and Duryodhan is more skillful. No one will be victorious. И Баларам сказал, никто из них не может победить, потому что Бхима сильнее, а Дурьодхана более искусен. Better they stop fighting. Лучше им прекратить But they сражение. couldn't stop. They were so much angry with Но each other. они не могли остановиться, они были в таком гневе друг на друга. So Balaram, and Krishna was worried that Balaram, somehow he will help Duryodhan А to be Кришна victorious. беспокоился, что Баларам может помочь Дурьодхане одержать But победу. then Balaram decided to leave. I don't want to be involved in it. Баларам решил, что он не будет в этом участвовать и просто уйдет. And as we know, Krishna gave the sign to Bhima Как мы знаем, by slapping his thigh, to hit him below the waist, which is not allowed actually, but still, Krishna gave that sign and Bhima was able to kill Duryodhan in that way, by Кришна breaking дал his Бхиме thighs. подсказку, похлопав себя по бедру, намекая, что нужно ударить его ниже пояса, что вообще говоря не разрешается в битве, но Кришна велел Бхиме это сделать, и так Бхима одержал победу. So in that way the battle of Kurukshetra was finished. So later then at one time, they had gone back to Dwarka, but at the time of solar eclipse they went to Kurukshetra to take a bath there, holy bath. И так окончилась битва, они вернулись обратно в Двараку, но затем в день солнечного затмения они отправились на Курукшетру, чтобы принять там омовение в священном озере. And while they were there, the gopis from Vrindavan and other inhabitants came to Vrindavan to request them, please come back to И в Vrindavan. это время гопи и другие обитатели Вриндавана пришли туда, чтобы попросить их, пожалуйста, возвращайтесь обратно во Вриндаван. They didn't actually go, but still, the Rath Yatra festival, it is like a symbolic return from Kurukshetra to Vrindavan. Krishna, Balaram and Subhadra go on the chariots as if to Vrindavan, to Gundicha temple. В тот раз Кришна и Баларама не вернулись в Вриндаван, но фестиваль колесниц, который проводится регулярно, Радха-ятра, он символически показывает это путешествие Кришны и Баларамы из Курукшетры в Вриндаван. Так колесница движется от храма Джаганнатхи к храму Гундича. So these are some of the pastimes of Lord Balaram. Вот таковы некоторые из них. And as we know, Баларамы. in this present day and age, Lord Balaram came as Nityananda Prabhu and Krishna as Lord Chaitanya in order to deliver all the fallen souls. И как мы знаем, в эту эпоху Господь Баларам пришел как Господь Нитянанда Прабху, а Кришна как Господь Чайтанья, чтобы освободить все падшие души. By spreading the Sankirtan movement. Распространяя это движение Санкиртаны. Balaram is known as the original spiritual master. Баларам известен как изначальный духовный учитель. So therefore we should today pray to Lord Balaram to shower his blessings on all the Vaishnavas. Сегодня мы должны молиться Господу Балараме о том, что Он пролил свои благословения на всех вайшнавов. And pray to take shelter at his lotus feet eternally. И чтобы мы могли принять прибежище у Его лотосных стоп навечно. Shri Balaram ki, Shri Balaram Purnima ki, Nitai Gaura Premanandi. So thank you very much. I hope you're enjoying the festival of Bhakti Vriksha.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы наслаждаетесь фестивалем Бхактиврикша, который происходит здесь. Bhaktivriksha, very important program. Бхактиврикша — это очень важная программа, Very dynamic program. очень динамичная программа, Because it gives opportunity for everyone to become a preacher of Krishna consciousness. потому что дает возможность каждому стать проповедником сознания Кришны. When I first joined ISKCON, Когда я впервые присоединился к ИСККОН, Шрила Prabhupada was present in a temple in London. Шрила Прабхупада в то время находился в храме в Лондоне. So first day I heard him lecture, И в первый же день я услышал его лекцию. and I was very attracted. И меня это очень привлекло. After a few days I came again and heard him lecture again. Через несколько дней я пришел снова и снова услышал его лекцию. And the devotees invited me, you please stay in the temple. Just shave your head and stay in the temple. Пригласили меня, пожалуйста, побрей голову и можешь оставаться в храме. So then I began to stay in the temple, but after 3 or 4 days, the devotee who was looking after me, he wanted to go to another city to open the temple, so he asked me to go with him. И я провел в храме 3-4 дня. Затем преданный, который меня опекал, собрался ехать в другой город, открывать там храм, и предложил мне ехать с ним. And the temple president gave permission. Президент храма дал нам разрешение ехать. And we went to Prabhupada's room, and he gave his blessings. He said, very nice, bright-faced brahmacharis. Мы пришли в комнату Шрилы Прабхупады за благословениями, и он, увидев нас, сказал: «О, какие замечательные сияющие брамачари!» And he gave his garland and his blessings for going to preach. И дал нам свою гирлянду и благословение ехать и проповедовать. So that, we're just 2 persons, and we were staying in the apartments of different hippies and young people and holding preaching programs. Итак, мы были просто 2 молодых человека, и мы останавливались в домах различных хиппи, проводили там проповеднические программы. Actually, many became devotees. In about 2 months, I think 7 or 8 became full-time devotees. На самом деле, многие из них стали преданными, и 2 из них стали брамачари в храме. But it was a very good opportunity for me. I had to learn how to give lectures. I had to learn how to play mridanga, lead kirtan, do arti, prepare prasadam. All within 2 weeks, I had to learn everything. Для меня это была очень хорошая возможность. За эти 2 недели я научился читать лекции, делать арати, играть на караталах, петь киртаны и готовить просадку. You see, so this is good to be thrown out into the preaching field. Поэтому это очень здорово, когда нас сразу бросают на поле проповеди. So Bhaktivriksha also, that is dynamic like that. It is, very quickly trying to encourage householder devotees, to preach and to expand the preaching into more and more Bhaktivriksha. Бхактиврикша такая вот очень динамичная программа, она вдохновляет преданных семейных людей погружаться в проповедь и открывать все больше и больше Бхактиврикши. Many temples, the household, they just coming on Sunday and, meeting other household and taking some prasad and going back and working in during the week and, no preaching. Во многих храмах грехастские прихожане просто приходят по воскресеньям, слушают лекцию, едят немного просада, и это все. Всю неделю они работают, и никакой проповеди у них нет. You see, but most of the devotees are householders. Но ведь большинство преданных всегда семейные люди. So if they don't preach, the Sankirtan movement will not spread very quickly. Если они не будут проповедовать, движение Санкиртаны не разовьется быстро. But Kali Yuga is spreading very quickly. А Кали-юга-то очень быстро распространяется. So we have to combat this Kali Yuga. Мы должны сражаться с этой Кали-югой. So we have, of course, many programs: Harinam, Sankirtan, book distribution, У нас, конечно же, temple, есть много etc. программ, это Харинамы, Санкиртаны, наши храмы. But the Bhaktivriksha program is a very powerful program. Но программа Бхактиврикша очень могущественная. So very nice you've all come here to take part in these seminars. Поэтому будет замечательно, если все вы придете, чтобы участвовать в этих семинарах. Recently was a big festival, as you know, in Moscow. 1,000 devotees came for Bhaktivriksha festival, along with His Holiness Jaipataka Maharaj. Недавно был замечательный фестиваль под Москвой. 1000 преданных собрались участвовать в фестивале Бхактиврикша вместе с его святейшим Джапатакой Махараджем. And we're very grateful also to Mataji Padmini and her husband. He's not here this time, but often he also comes, Vijay Venugopal Prabhu. И мы очень благодарны Матаджи Прабхупаде, его супругу, которого здесь сегодня нет, это Виджай Венугопал Прабху. They have very successfully developed this Bhaktivriksha in the Gulf States. Они очень успешно развили эту программу Бхактиврикша себя в Персидском заливе. And our Angir Muni Das,
who's very active here in Moscow especially. И также Ангель Муни, который очень активно занимается этим, в особенности в Москве. But he also likes to travel and preach throughout Russia. Но он также любит иногда путешествовать по всей России и проповедовать. One of the first to preach in Siberia. Он был одним из первых, кто начал проповедовать в Сибири. I remember he was organizing Rath Yatras in the early 90s. He invited me Novokuznetsk and Irkutsk, Ulan-Ude, I remember. Красноярск. Huh? Красноярск. Krasnoyarsk, we had. Я помню, он организовал Радхаятры в Сибири в начале 90-х, приглашал меня в Новокузнецк, Красноярск, в Улан-Удэ. So he has a preaching mood. He and his good wife. У него есть такое проповедническое настроение. У него и его жены. So it's very nice they've come here to. Это очень хорошо, что они приехали сюда. I saw them in Volgograd just a few days ago. Мы только в Волгограде с ними встречались пару дней назад в Волгограде. Soon we'll go to Yessentuki. Затем он ехал в Ессентуки. And Barnaul. Затем в Барнаул. Angarsk, maybe? Yeah? Okay. Затем в Ангарск. Haven't been to Vladivostok yet, huh? You were? Oh, okay. Very good, very good. В Владивостоке тоже мы были. Okay, so many thanks to Большое спасибо. all of you, Angir Muni Prabhu, Mataji Padma Padmini. Ангель Муни, Матаджи Прабхупадмини. Please expand and develop Bhakti Vriksha here in the Volga region. Расширяйте Бхактивиданту здесь, в регионе Волги. Bhakti Vriksha ki, Harinam Sankirtan ki, Shrila Prabhupad ki, Balaram Purnima ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Mahaprasadam ki, Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna.